При слове торфпредприятия обычно представляются дальние области, глухие леса и топкие болота. Но кто бы мог подумать, что еще буквально 100 лет назад все это было практически вплотную к Москве. Сегодня я вам предлагаю прогуляться по остаткам подъездного пути от станции Болшево до поселка торфопредприятия и пройтись по ответвлению до котельной Самаровка. Мы узнаем, чем этот путь так тесно связан с историей нашей страны, с советским кинематографом, и посмотрим, что от него осталось на сегодняшний день. Трасса будет интересная, живописная и контрастная. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы в городе Королев. Мы с вами на станции Болшево. От Москвы с Ярославского вокзала до нее можно доехать всего-то за 30 минут на экспрессе «Спутник». Станция узловая, в ней сходятся три направления. Одно на Москву, вбок туда идет на Фрязино. Интересная, кстати, ветка, однопутная, с разъездами и регулярным пригородным сообщением. Тупиковая, к слову. А если поехать вон туда, то можно доехать до самого Владивостока, через Нижний Новгород, Котельнич, Киров, ну и далее по Транссибу. Но до конца 90-х годов на этой станции было еще одно направление. Как выяснилось, с очень богатой историей. Ветка на торфпредприятие начинается с 6-го пути. Вот туда, направо, уходит направление на Москву, а нам же с вами прямо по путям, где уже давно не было наката. Этот путь используется как предохранительный тупик, чтобы подвижной состав, потерявший управление, со станции не вышел на перегон. Вон мы видим, идет небольшая стрелочная улица, и туда пути на Москву. А стрелка по умолчанию, пока сигнал закрыт, установлена по направлению тупика. Точнее, остатков бывшего подъездного пути. Одного из тупиков такое вот интересное окончание. Посмотрите, это рама платформы, которую просто вмонтировали в призму. Даже расцепочный рычаг еще остался. Цепочки уже нет. Вот автосцепка. Намертво. Интересно, что по направлению нашего подъездного пути стоит маршрутный указатель У-56. Что бы это могло значить? Вот электричка стоит на 4-м пути. Видите, у него тоже есть маршрутный указатель. Дело в том, что перегон от Болшева до станции Подлипки-Дачные трехпутный. И в зависимости от номера пути маршрутный указатель сообщает машинисту, как его будут пропускать, маршрут следования. А вот этот товарищ является групповым указателем на 5-й и 6-й пути. Собственно, вот они. На 6-м стоит электропоезд, а 5-й имеет вот такой вот карликовый выходной сигнал. Идем дальше. Интересно, что сбрасывающий остряк по направлению с недействующего пути тоже находится в положении на сброс. 40-я, сбрасывающий остряк. Мы уже с вами однажды видели сбрасывающую стрелку, а этот всего лишь остряк. Выполняет он те же функции. Друзья, нам с вами крупно повезло. Видите, стрелочка стоит на 5-й путь. И электричка не отправляется. А все потому, что прибывает электровоз, который везет классные вагоны. Это красавец ЧС-7 чехословацкого производства. И вагон он везет, которые только что приехали с пассажирами откуда-то издалека. Какое-то время мне довелось поработать помощником машиниста на как раз таких электровозах. На ЧС-7, на ЧС-2К покатался. В этом депо Москва-3. Хорошее было времечко. И когда мы брали поезда из Данилова, привозили их в Москву, в хвост заезжал тепловоз, отцеплял эти вагоны и увозил в парк. После смены кабины у нас было два варианта. Либо поехать в депо и заканчивать, либо поехать в парк, цепляться вот к этим вот вагонам
и везти их либо в Пушкино, либо сюда, на станцию Болшево. Это плюс несколько часов к работе. Он, кстати, Москва-Киров 262, 255. Странная нумерация. Либо везти эти вагоны вот сюда. Конечно, да, с точки зрения ЗП это неплохо, но, представляете, проснуться средь ночи, 6 часов хода, вроде приехали, все, пора кончать, пора домой. А тут вот такая вот подлянка. Ну, один раз даже время заканчивалось рабочее прямо здесь. Гасили электровоз, крепили его башмаками, все, и пассажирами уезжали. А угольком запахло. А дальше наш путь уходит влево. Вот такая вот кривая пошла. Тут уже видно, что много лет никто не ездил. И рельсы уже подзаросли. И начинается тлен. Туда мы с вами дальше не пойдем. Пути лежат и упираются вот в такой забор. Ну вот мы за воротами. Хотя воротами это назвать сложно. Тут уже нет петель. Можно сказать, что это уже часть забора. Никогда эти ворота больше не откроются. А наш путь постепенно превращается в помойку и уходит под эстакаду. Кривая продолжается, и мы пойдем по ней. Остался еще светофор М32. Даже с лесенкой, вы посмотрите. Более того, у него целые линзы. Все, машин нет, можем идти дальше. Сейчас у нас начинается городская часть этой линии. Самая целая, ну и самая контрастная. Вот остались релейные шкафы. МПС. 1966 год. Да. Еще со звездой. Шунты еще на месте. А вот здесь вот что у нас? Да. Примитивно. И еще один светофор. Соответственно, М28. Интересно получается. Похоже, что эти два маневровых светофора выступают в роли, ну, в какой-то степени заградительных перед переездом. У каждого светофора стоит пост управления, с которого можно перекрыть. И они фактически ограждают переезд. Очень необычное решение, надо заметить. О том, сколько лет уже не эксплуатируется этот путь, немножко намекает деревце. Да не одно. Тут целый садик. А за деревцем еще один ящик. И тоже 66-го года. Удивляет хорошее состояние пути. Кстати, обратите внимание. 2004-2005 года. Вот прокладка изоляционная. Накладки. И вот прорезиненная такая изолирующая накладка. Подошли к первому пересечению железной дороги и дороги автомобильной. К сожалению, переездом это назвать уже не получается, потому что рельсы сняты. Шпала валяется. Кому надо, забирайте. А путь продолжается. В общем, часть, которая физически хоть как-то связана с железной дорогой, заканчивается вместе с окончанием эстакады. То есть, ну тут метров, ну может 200. Все.
Вот мы дошли с вами до интересного места. Направо уходит проспект Королева. Назван в честь человека, благодаря которому СССР вообще попал в космос. Великий конструктор, в честь которого, собственно, и назван этот город, где мы находимся. А прямо идет очень красивая, уютная улочка, коммунальная. И что примечательно, там, где мы видели первое пересечение автомобильной дороги и железной, рельсы были сняты. Это была разворотная петля. Здесь же четырехполосная дорога. И рельсы оставили. Вот уж действительно умом Россию не понять. Ладно, пока там красный, можем идти. Настилы резиновые, достаточно новые. Да, в начале нулевых линию как-то подшаманили, облагородили. Как будто собирались использовать, ей-богу. Вот тут, кстати, начинается один из самых длинных целых участков и достаточно живописный. С одной стороны посадка деревьев, с другой парковка. Основное назначение этой ветки было вывоз торфа. Дело в том, что до 65-67 годов работало Мытищинское торфопредприятие. Управление же его располагалось в поселке Центральный, который был основан в 1932 году. Здравствуй, красавец! Так вот, в 1932 году основали поселок Центральный. Туда же и протянули вот эту ширококолейную ветку. Дело в том, что для вывоза торфа использовалась узкоколейка. Вот именно в поселке Центральный сделали перегруз с узкой колеи на широкую. Что примечательно, до конца 40-х использовалась ручная перегрузка. То есть приходили узкоколейные вагонетки, подъезжал ширококолейный поезд и вручную все это перегружалось. Там был, конечно, какой-то трактор для попытки механизации, но все равно по факту это был ручной труд. На широкой же колее работал паровоз ОВ-1478. Только в 47-м, что ли, году произвели модернизацию, поставили новые здания, переложили пути, сделали механический транспортер, и перегрузка стала уже механизирована. Как я и говорил, где-то в 67 году добыча торфа прекратилась, а уже к 68-му узкоколейка была разобрана, а на месте перегруза построено кирпичное здание. Ветка после этого не была заброшена. В новом здании разместилась дирекция Калининградского торгово-производственного предприятия лесстройматериалов. Судя по всему, с тех пор подъездной путь использовался в основном для подвоза и вывоза лесоматериалов. Посмотрите, как интересно. Еще один переезд. И снова маневровые светофоры. Соответственно, этот в нашу сторону, а этот смотрит в обратку. Опять же уложены вот эти резиновые технические изделия, эти настилы. Может, поэтому путь не разбирает, он никому не мешает, через него удобно ходить. Хотя рельсы здесь тоже остались, и по ним до сих пор ездят автомобили. Так, ну-ка. Здесь у нас под замочком. Ну ладно. Лесенку можно открыть, забраться. Взгляд в обратную сторону. Но здесь, в отличие от того светофора, можно посмотреть, что находится в этой коробчонке. А здесь только клемная рейка и пучок проводов. Увы. Подозреваю, было также 2 тумблера. А ветка продолжает тянуться своим чередом. Честно говоря, удивительно. Столько рельс посреди улицы. Вот с одной стороны типичная советская панелька. Вот наш путь, за ним парковка. И на другой стороне тоже жилой дом. И эти рельсы до сих пор здесь лежат уже сколько десятилетий. Уже, минимум лет 30 по ним никто не ездил. Ну, я имею в виду с поездом. Наверняка в начале нулевых, когда эту ветку приводили в чувство, какие-то матрицы, путейские дрезины здесь по-любому перемещались. Но по факту
Удивительно, что эти пути до сих пор здесь лежат. А вот нет-нет, а проскочит старенькая шпала с олдовой подкладкой. Видимо, железная дорога вдохновила Суворовскую котельню на организацию такого занятного граффити на своих стенах. Но помимо поселка торфпредприятия, путь обслуживал другие производства. Вот, например, можно видеть остатки стрелочного перевода. Вот, посмотрите. Так вот, этот путь уходил вон туда, направо. Сейчас там находится гипермаркет «Глобус», мы его с вами скоро увидим. А раньше тут находился ДСК-160, головное строительное предприятие Минобороны СССР. По всей видимости, по ветке сюда доставлялся цемент, а выходила готовая продукция – строительные панели. Сейчас все заросло. Кстати, еще один светофор встречается на нашем пути. Главный же путь идет дальше. Вот остатки ответвления, шпалы деревянные, щебень, насыпь. И вон туда вот уходила эта ветка. Вот она, русская душа. Торговые центры, убитая промышленность и Березонька. Да, такой у нас с вами получается обзор кустов с железнодорожным путем. Вот уютные старые советские домики, улочка коммунальная. И здесь рельсы немножко прекращаются. Вон, видите, одна нитка обрубается, а вот и вторая. И это явно не заводской стык, а газорезка. Все, тиснули часть пути. Правда, там еще один кусочек лежит. А вот и современный гипермаркет. То, что стало вместо строительного комбината. Зачем строить, если можно потреблять? Да-да. И остатки рельс уходят в андерграунд. Все. Газон. Что примечательно, прямо поверх. Линия дальше шла прямо. Она будет пересекать улицу Калининградскую. И что интересно, прерывается ветка как раз там, где начинались разветвления на предприятия города. Очень символично, что ветка шла на хлебозавод и на предприятие тактическое ракетное вооружение. Сейчас все, железнодорожного пути туда нет, и предприятие еще непонятно, насколько оно функционирует. Ладно, пойдем дальше посмотрим, что осталось. Вот видны остатки пути. Он идет прямо, и прямо на него рекламный щит. А вот ворота, куда раньше подходил подъездной путь. Это хлебозавод. Самый свежий хлеб. Ну, пойдем проверим. Вкуснота. О существовании переезда через улицу Калининградскую более ничего не напоминает. Да и далее тоже. Не рельс, остатки шпал, и еле угадывается, где когда-то шел этот путь. Кстати, до 1996 года город Королев назывался Калининградом. Видны гниющие деревянные шпалы. Ни крепежа, ничего не осталось. К
Кстати, заметьте, видите, они здесь шире, чем должны быть. А все потому, что были ответвления вон туда, на ракетные заводы. Сейчас только грязь. Да, за этими воротами когда-то находилось серьезное предприятие. Остатки пути еще чуть-чуть угадываются. Привет. Не курю. Шел огонек. Глаза он нашел, обжигает. Дело доброе. Да, господа, где идет этот мужчина, когда-то шла железная дорога. Я сейчас стою на ее основной трассе. Она идет прямо. Но мы прошли место, в котором было ответвление. Этот путь шел параллельно и потом примыкал обратно в основной. От него остались только гнилые шпалы. И внезапно у ворот остатки рельс. Что там находится, я не знаю. Со спутникового снимка непонятно. На Викимапе тоже не ясно. Но сейчас там авторазборка. У этого пути, который шел параллельно, есть интересный участок, где он идет из одних ворот в другие. И что интересно, этот путь здесь сохранился. Вот до сих пор рельсы лежат. Даже, смотрите, знаки видны. Причем знаки достаточно в хорошем состоянии. Но путь, к сожалению, вон там уже видно обрубается. Насколько далеко он уходит туда, неизвестно. Тоже интересный реликт еще из годов 60-х. Столб на опоре и примотан к ней. В принципе, да, он пропитан и не гниет. А нам дальше. О железной дороге здесь напоминает только щебень и гнилые остатки шпал. Здесь заканчиваются ворота промзон, и соседний путь идет дальше и вливается в некогда шедший основной. От ворот сохранились шпалы деревянные. Вон они, видно, идут. На территории предприятия, ну это скорее всего какая-то база перегрузочная, рельс уже не осталось. Меня не скроешь ты в наш клуб, второй билет. Вот идешь, а иногда такие вот штучки находятся. Это под подкладкой резиновая такая подложечка лежала. И что интересно, трасса бывшего пути протоптана. Здесь как будто постоянно кто-то ходит и гуляет, несмотря на то, что рядом есть дорожка. Вон там женщина идет. Но тем не менее, здесь явно прохожие места. И вот видны места, где когда-то располагались шпалы. Все это, к сожалению, было выкорчевано. Столб явно из середины прошлого века. А пройдя чуть дальше, уже и невозможно угадать, где здесь когда-то проходил путь. Да вообще и непонятно, что здесь когда-то была железная дорога, что здесь происходило какое-то движение поездов. Обычные заросли деревьев, вот и все. Под тяжестью времени щебень все глубже уходит в землю, и лишь шпалы сопротивляются этому процессу. А шпалы железобетонные. Ох, как их надолго хватит. Тут уже тропинка идет рядышком. Но путь все равно угадывается. В одну из шпальных коробок протоптана настоящая тропинка. Вот так вот идешь и натыкаешься. Ровный строй шпал, уходящий куда-то в кривую.
Пройдя чуть дальше, уже теряются и шпалы. Видимо, выдергивали всю рельсошпальную решетку. Остается только приблизительное направление, где был когда-то этот путь. Вот так железнодорожный путь волею прогресса становится парковкой. Кстати, здесь рядом есть очень прикольная штука. Слушайте, мало где такое осталось. Настоящая голубятня. Ух ты, да не одна. Вы посмотрите. А вон они там. Смотрите, какие красивые. Прелесть. Даже такое есть. Вон они, голубки. Меня всегда удивляют такие сочетания. Жилые дворы, современные дома, парковка, машины. А прямо здесь, где я стою, когда-то ходили поезда. И вот еще можно найти остатки былого времени. Вот так вот затесалась железобетонная шпала. Ну, сегодня мы такого увидели уже много. Не будем здесь задерживаться. И вот внезапно за прицепом опять начались шпалы. Кое-где еще даже крепеж торчит. Вот теперь угадывается. Мы с вами недавно прошли место, где когда-то располагался стрелочный перевод, разделяющий линию на две достаточно крупные части. Прямо идет ветка на наше торфопредприятие. Ее наличие угадывается, ну, наверное, только по вот этому остатку шпалы. И вот туда прямо пошла трасса. Вот там даже видна небольшая тропиночка. В это время налево идет ответвление на Самаровскую котельню. Вон здесь более свежий щебень, поскольку этот путь использовался, ну, видимо, дольше. Туда мы сейчас с вами давайте и прогуляемся. Посмотрим, что осталось от подъездного пути. Ну и посмотрим, что осталось от станции в лесу, которую я не помню, чтобы она вообще когда-то работала. Мое детство проходило в Королеве. У меня здесь бабушка с дедушкой жили. И, будучи мелким, я частенько ездил в лес на велосипеде. Дело в том, что они жили рядом с национальным парком Лосиный остров, по которому мы сейчас и пойдем. И еще мелким я натыкался на какой-то странный подъездной путь. Там дальше мы с вами увидим его лесную часть, самую красивую, самую такую олдовую. А это более поздняя трасса, возведенная уже после коммун, после 30-х, ведущая чисто к котельне. Здесь был путь на железобетонных шпалах. Вот мы сейчас повернули вот оттуда с кривой. И сейчас вон туда прямо пойдем. Прямо вдоль Окуловского водоканала. И здесь были рельсы. И в лесочке была станция. Сколько там было? Путей 6, что ли? И вагонные весы. Я помню, как мелким там стрелки переключал. Наката уже тогда не было, а я с детства увлекаюсь железной дорогой, поэтому неиспользуемый путь, ну, его достаточно легко вычислить. Поэтому, да, позволял себе там полазить, пошаркаться. Были вышки осветительные, ну, не забирался, потому что они тогда уже были не особо надежные. Однажды даже довелось найти какую-то странную тележку на железнодорожном ходу на 1520 миллиметров на эту колею. Она была какая-то тяжелая, она была как будто монолитная. Низкая площадка, 4 колеса независимых, то есть там, по-моему, даже не оси были. Я даже сейчас не представляю, откуда она здесь взялась, где она могла использоваться. Может, как-то с котельни кто-то утащил. В общем, места здесь были удивительные еще тогда. О том, что здесь когда-то была железная дорога, как обычно, напоминают только сваленные шпалы. А вон, видите, там возвышение. Под этой земляной насыпью идут 3-метровые в диаметре трубы. Это Окуловский водоканал. Общая длина этого канала порядка 28 километров, из которых почти 9,5 проходят вот так вот под землей в трубах. Он подает волжскую воду из Учинского водохранилища на первый подъем Восточной водонапорной станции. Подавляющее большинство строителей водоканала были узниками ГУЛАГа. Лишь руководящие должности не были заняты заключенными.
Большинство невольных строителей канала было перекинуто сюда со стройки Беломоро-Балтийского канала, законченного в 1933 году. Условия, в которых строился Окуловский водоканал, по воспоминаниям очевидцев, были просто ужасающими. Люди проживали в бараках и работали от зари до полной темноты. Большинство не доедало. Результатом такого обращения стали сотни жертв, чьи тела зарывались здесь, в окружающий канал почве. Местные жители впоследствии неоднократно натыкались на человеческие останки в районе водоканала. Все поступающие на работу по строительству канала подписывали расписку о неразглашении. Нарушение этой подписанной расписки приравнивалось к уголовному преступлению. Это касалось как заключенных, так и вольнонаемных сотрудников. Лишь в 90-е годы факты о строительстве канала перестали быть секретными, после чего были обнародованы воспоминания строителей канала. А прямо напротив водоканала когда-то располагались маленькие частные дачные участки. Их выдавали, насколько я знаю, на заводе, буквально там 6 соток. Я помню, еще здесь стояли ветхие деревянные заборчики и маленькие огородики возделывали бабульки. Что-то они там выращивали. А тем временем ветка приближается к лесу. Сложно поверить, но это вид на горловину станции. Вот здесь когда-то путь расходился в целый куст. То ли 5, то ли 6 путей было, я не помню. Стояли мачты освещения. И вон там, в кустах, чуть подальше. Давайте дойдем, посмотрим на бывшие вагонные весы. А вот и оно, ребята. Мы нашли. Здесь когда-то сидел оператор, а там рядышком... Пойдемте покажу. Вон остатки шпал видны. Просто массово. В общем, когда-то здесь сидел оператор, загонялся вагон, а вот здесь вместо этого мусора были устройства для взвешивания вагонов. Увы, я этого не помню уже даже в детстве. От былой мощи СССР остались только вот такие бетонные конструкции. Там проход какой-то. Оп-оп-оп. Да, интересно, как отсюда выбираться. Да, вид, конечно, удручающий. Посмотрим, что здесь. Что-то мне подсказывает, ничего хорошего. Ага. А здесь не иллюзорный шанс улететь. Вода капает. Благо лететь недалеко. Ой, простите, пожалуйста. А подскажите, а вы не помните, когда эта станция еще работала? Ой, нет, я вообще не знаю, что это есть такое. А, да? Что за станция? Хоть здесь родилась, но не знала. Ну ладненько, всего доброго. Братцы, а здесь была опора вышки. Вот видите, торчат спиленные болты. И вот на этих 4 бетонных основаниях стояла высокая-высокая вышка, с которой когда-то открывался вид. А мы уже дошли до другой горловины станции. Вон, видите, шпалы какие длинные, со стрелочных переводов. Как прогнило все. Лес заканчивается. Здесь должен был быть трэш-контент. Честно говоря, да, трэшовость немного поменялась. Вместо свалки гаражей гигантский человейник.
Что же здесь осталось от былого величия? Да практически ничего. Бетонные глыбы, бетонные плиты. Здесь когда-то было много гаражей, и от основной ветки отходили какие-то ответвления, причем непонятно куда. Знаете, из ниоткуда в никуда. Все здесь вообще полностью теряется. Вот остатки двухэтажного здания. Здесь когда-то оно было. Во-во-во, вот оно. Вот они, эти железобетонные плиты, кирпичная кладка. Все, ну ничего страшного. Ставлю фотографии. Да, а вон труба котельной. Честно говоря, идти дальше я не вижу никакого смысла. Все настолько поменялось, что следов здесь уже никаких не найти. Друзья, уже начинает рано смеркаться, поэтому я предлагаю не возвращаться на место, где когда-то располагалась стрелка, а продолжить наше исследование с дороги, идущей параллельно Акуловскому водоканалу. Трасса здесь очень ярко выражена. Смотрите сами. Вот этот подъем автодороги и есть не что иное, как наш железнодорожный путь. Вон пошла его трасса. Вот где-то там мы с вами и остановились. Простая тропинка пересекает асфальтовую дорогу. А дальше мы попадаем в сказку. Каким-то чудом сохранились рельсы. Эх, если повезет, может, какое-нибудь клеймо увидим. И это уже должны быть старые железнодорожные пути. Сами видите. Деревянные шпалы. Стыки какие. Класс. Пойдемте дальше в лес. Кстати, мы с вами идем не абы куда, в национальный парк Лосиный остров. Да, ребята, даже сегодня здесь при должном везении можно встретить настоящего лося. Правда, рельсы очень быстро закончились, но ничего, вскоре они начинаются. И вот мы с вами стоим прямо на Акуловском водоканале. Тут мы видим насосные станции. Так. Ага, смотрите. Кто-то здесь пытался. Судя по резу, болгаркой. Не видать. Так при чем же ранний советский кинематограф? А в 1931 году вышел фильм «Путевка в жизнь», который стал первым советским звуковым фильмом. Он рассказывает о перевоспитании трудных подростков. Их направили в Болшевскую коммуну, где их лечили трудом, а труд заключался в постройке вот этой железной дороги. И главный герой Мустафа в конце фильма погибает во время проезда на дрезине как раз по вот этой железной дороге. Кстати, ходят слухи о том, что это на самом деле просто красивая легенда, и съемки проводили не здесь, в Королеве, ну тогда Калининграде, а на линии Панки-Дзержинск. Ну, оставим эту красивую легенду. Да, здорово пути подчистили. Еще буквально несколько лет назад здесь была железнодорожная колея.
А вот мы с вами вышли на классное место. Дело в том, что зимой здесь можно здорово с горки кататься на лыжах. Вот посмотрите, какой уклон. Отпад. А рельсы отсутствуют на всем протяжении. И знаете, ребят, мне кажется, можно догадаться, кто эти рельсы отсюда вывез. Дело в том, что мы с вами сейчас, как я уже говорил, находимся на территории национального парка Лосиный остров. И движение механизированных транспортных средств здесь официально запрещено. Кроме лесхоза. Однажды, гуляя с своим сыном прямо в чаще этого леса, мы увидели, как проезжал трактор с прицепом. По служебным дорогам какие-то газоны, грузовички периодически ездят. Так вот, я думаю, это все было сделано, как раз с помощью, как минимум, трактора. Потому что вручную вот всю вот эту вот просеку вывести, это просто нереально. Тем более рельсы здесь были достаточно тяжелые. И очень жаль, что их отсюда все стырили. Там должны были быть клеммы еще буквально сталинских времен, 40-х годов. Я вставлю фотографии из интернета, так что посмотрите. А мы с вами довольствуемся только красивой природой национального заповедника, парка Лосиный остров. На лесхоз я подумал не просто так. Когда-то здесь была узкоколейка, чуть дальше от поселка торфпредприятия. Она шла прямо по торфяным полям, по болотам, там есть заросшие дамбы. И до недавнего времени еще встречались фрагменты этой узкоколейки. То там рельс изогнутый торчит из болотины, то где колесная пара валяется, где какие-то там фрагменты моста из рамы вагона и прочее. Фотографии тоже сейчас вставлю. Но, как пишут в интернетах, лесхоз не бездействует, а проводит периодическую чистку территории заповедника от всякого мусора, и в том числе от чермета. Насколько это правильно, давайте я не возьмусь судить, но по факту исчезают такие реликты былых времен, о которых остаются только киноленты и воспоминания. Мы с вами дошли тоже до интересного места. Железнодорожный путь шел здесь. Тропинка всегда уходила вбок, потому что здесь была что-то типа разгрузочной эстакады. И здесь разгружали почему-то уголь. Вон, посмотрите. Или зола, или уголь. Вот что это такое черное. И это не только здесь. Вот здесь вот. Ну-ка, может, копнем. Вон здесь тоже все в черное. Что это такое было, я не знаю. И почему здесь была какая-то разгрузочная рампа, эстакада, тоже вопрос открытый. Вон, видите, торчат шпалы. И вот здесь вот уголь. Тоже непонятно. Можно сказать, это останется одной из загадок этой ветки. Шпалы кто-то в бок сдергивал. Видимо, вытаскивали рельсы, накладки. Да, отсюда корчевали рельсы. И, кстати, совсем недавно газовым резаком срезали. Да, конечно, печально видеть такое запустение. Какой-то блок бетонный, из него уже дерево растет. Кошмар. А ведь когда-то была сверхдержава. Рельсы еще под асфальтом. Вон, видно трещины. Все. Дальше они теряются. Не видать.
Ну, пойдем рубиться через бурелом. А вон чуть-чуть, смотрите. Один, а второй уже все. Ну, что-что, а просека угадывается. Признаться, удивлен. Я думал, что хотя бы здесь, в таком заросшем участке, ну, какие-то кусочки рельс останутся. Вообще все подчистую. Ни рельс, ни накладок, ни подкладок, ни костылей. Ничего. Ну, там хард-рок уже мы прошли. Дальше намного легче будет идти. Остались только шпалы. И то лежат так неровно. Ну, корчевали по-варварски. Вон. А когда-то там на территории торфопредприятия, ворота к которому уже проглядываются. Так вот, на его территории стояло 2 тепловоза ТГМ-1. Я их прекрасно помню. Один был зеленого цвета, а второй красный, бордовый. По галерее Twin Peaks посмотрел, и да, совпадает. Я нашел у себя фотографию, где я еще мелкий, 10-летний шкет, выглядываю из окна этого тепловоза. И там виден номер 2006. И видна немножко морда соседнего тепловоза. Ну, его номер, я думаю, можно узнать по базе. Он там так и отмечен, что Мытищинское торфопредприятие. Хотя по факту еще должно было быть торфпредприятие. Оно в 67-м, что ли, закрылось. А вот мы с вами выходим из лесу. Вот она, тропиночка выходит. И мы с вами попадаем в поселок торфопредприятия. Он же поселок Центральный. Так, и тут уже видны рельсы. Ага. Смотрите, уже подкопан. Готов к вывозке. Так. «1952 год. Р-45. Ну, хотя бы что-то нашли. ДГ. Непонятно, не прочесть. Да, уже подготовили. Видимо, скоро его достанут. А здесь когда-то была стрелка. Видите? Ворота двойные. Вот и острячок. Вот второй. Рамный рельс. А вот эти вот 2 длинные шпалы, на них когда-то располагался механизм переключения. Теперь все. Да. И вот туда шел путь. Там он и заканчивался. А он и пёсель. Ну как же? Ну чё, гавкнешь? В общем, ворота высокие, просто так не пройти, поэтому используем подручные материалы. Вон вдоль цеха. Туда шел путь, там стояли эти тепловозы. К сожалению, тут все перекрыто кузовом, ни хрена не видать. Рельсов тоже здесь нет. Здесь еще стоял изотермический вагон когда-то. Все распилено и сдано в металл. А вот и здание, построенное через год после ликвидации узкоколейки. Когда-то здесь был торфоперегруз. Даже табличка осталась. Дирекция Калининградского торгово-производственного предприятия лесстройматериалов.
Так, ребята, у нас с вами сталк намечается. Воротина откинута. И вот она. Да, попасть не удастся. Да, Советский Союз жив, никуда не ушел. Дом культуры переделан в магазин продукты. О, здрасте. Шашки запотели. А у вас чайку горячего нет? Вы не помните, когда еще предприятие работало, когда ветка работала железнодорожная? Ну, Помните эти времена? ну помню, а чё ж нет-то? Там вроде 2 тепловоза на ней работало. Там поезд туда, или как там его назвать-то, ездили на тарную базу. Это вот которая вот здесь вот. Да, да. Ну, Там- перегрузочная бывшая. Ну, она там там всякое, в общем, доски, в общем, это все. Ага. Да, был такой. А до каких годов-то это все работало? Там все постепенно так. Нет, так тарная база там работает. Только я не знаю сейчас, что там на этой тарной базе, но уже паровозы не ходят. Уже давным-давно. А не помните, когда последний раз ходили? Понятно, еще, наверное, при Ельцине. Ну, а когда это все это было, я даже не помню. Вот так вот все уйдет, никто и не вспомнит. А вообще здесь время как будто остановилось. Не только на этом предприятии, но и в поселке в целом. Зато здесь тихо и спокойно, умиротворенно. А до цивилизации всего 15 минут на автобусе. Ну а на этом у меня все. Помните, интересное гораздо ближе, чем кажется. Всем пока-пока.